Недавно я увидел дятла, как он долбит своей головой дерево. И у меня возник вопрос. Почему у него, голова не болит? Дятел в день делает порядка 12 тысяч ударов своей головой, при этом не нанося себе никакого вреда. Этот удивительный факт не поддавался никакому объяснению, ведь при этом создается перегрузка в 1000 раз больше, чем при свободном падении. Установлено, что некоторые виды дятлов в процессе долбления своей головой коры дерева способны двигать клювом со скоростью почти 21 км в час. При этом его голова отбрасывается назад с огромным отрицательным ускорением, которое более чем в 2 раза превышает то, которое космонавты испытывают при старте. Совсем недавно группа ученых из Китая смогли ответить на вопрос, почему у дятла не болит голова. Оказывается, дятел обладает несколькими уникальными способностями и интересным строением своей головы. Первое, что защищает мозг птицы от повреждений при интенсивном стуке, это то, что он плотно размещен в черепной коробке. Это не позволяет мозгу птицы сталкиваться с черепом, что не разрушает его и не приносит птице никаких болевых ощущений. Другая хитрость – структура костей черепа. Они напоминают мозаику, в которой чередуются твердые и мягкие фрагменты. Именно эти мягкие фрагменты, словно пружинки, гасят колебания при сжатии, а с остаточным колебанием справляется подъязычная кость, которая опоясывает заднюю часть черепа птицы. Механизм ее действия можно сравнить с ремнем безопасности в автомобиле. Было доказано, что дятел делает очень точные удары, при этом направляя их точно по стреловидной траектории. Это позволяет значительно снизить нагрузку на черепную кость при ударе. К тому же клюв дятла устроен особым образом. Нижняя половина клюва на 1,2 мм длиннее верхней. Именно такой клюв дает максимально сильный удар при минимально малой нагрузке на черепную кость. Мозг птицы не повреждается за счет того, что нижняя половина клюва берет всю нагрузку от удара на себя, а значит и вся вибрация поступает только на нижнюю часть черепа, в то время как верхняя, а значит и мозг птицы, полностью от этого защищены. Но это не единственная особенность строения клюва у дятла. У всех птиц клюв и кости черепа соединены напрямую, но дятел в этом отношении уникален. Между этими двумя частями головы у дятла имеется специальная ткань, которая выступает своего рода амортизатором. Все эти хитрости позволяют дятлу абсолютно безопасно, а главное, безболезненно добывать пищу из стволов самых прочных деревьев. Стоит отметить еще одну интересную особенность этой уникальной птицы. У дятла очень длинный, порой достигает размеров самой птицы, язык, который еще и очень липкий. Именно он помогает дятлу доставать короедов из самых тоненьких и глубоких расщелин деревьев. Подписываемся на наш канал.